Всем привет! С вами снова Всеволод и снова крафт новой миньки. Ух, несите ключи от каламбурошной. Ребята, которые никогда не снимут перед вами шляпу и очень любят поспорить. Делаем миконидов. Гуманоидные грибы для тех, кто не в теме. Да, и перед просмотром, если крафтишь сам или интересуешься крафтом, ныряй в наш дискорд, ссылка в описании. Нам потребуется просто ветки и шляпки от желудей. В округе я нашел только такие. Для базы я буду использовать старые заготовки. Самую большую я сделал сам. Это картон, земля и куски дерева по краям. А мелкие — это пластиковые основы с тех миниатюрок, что у меня были. Но, если бы я делал их сам, я бы сделал просто из монетки. Так же, как и в видео со слизью. Я решил сделать 4 миконидов. Самого большого — верховного, среднего взрослого миконида и 2 малышей. Сперва подготовим составные компоненты. Основания мы уже выбрали, теперь выбираем шляпки. Далее нам нужно будет сконструировать их тела. Просто ищем ветки подходящего размера и изгибов. Чем более односоставные будут детали, тем крепче и естественней будет ваша миниатюрка. Чтобы париться как можно меньше, я подбираю вот такие готовые веточки. В них уже есть готовые торс и ноги, что в разы облегчает задачу сборки. Для каждого миконида нам нужно подобрать торс, ноги и руки. Как ни странно. А вот эта веточка так и просится сделать из себя великолепный посох. Вот что получилось у меня. Среднего миконида я решил сделать самураем. Просто потому, что могу. Парой движений я заточил ему катану. А также для руки я хочу попробовать использовать вот такую изогнутую ветку, чтобы была мистическая поза мечника. Далее я сравниваю детали миконидов с реальными миниатюрками и подгоняю их под нужный размер. Маленькие под маленьких, среднего под среднего и большого под большого. Теперь при помощи горячего клея быстро и легко собираем наши миниатюрки. Я собирал прямо на базе. Я не боюсь лишнего горячего клея. Мне кажется, как ни крути, но он будет естественно смотреться на грибах. Тем не менее, я стараюсь, чтобы его было поменьше. Хочется использовать больше натуральные штуки. Сперва ноги, затем руки, затем шляпа. Пока что я просто их собираю, без украшений. Вот что получилось после сборки. Верховный миконид колдун, импровизированный самурай и детки. А вот теперь я перехожу к украшению. Прежде всего, горячим клеем я пытаюсь сделать пальцы для взрослого и верховного гриба. А также интересные борозды по их телу, там где они будут уместны, и грибные корешки от их ног. Это поможет миниатюрке лучше закрепиться на базе. После застывания горячего клея не забудьте убрать лишнее. Вот что в итоге у меня получилось. Микониду волшебнику я захотел сделать бороду, но горячий клей сильно разогрелся и слился в одну массу, вместо того, чтобы лечь отдельными бороздами. Но ничего, я исправлю это позже. Я также очень люблю естественные грибы и мхи, которые растут на ветках. Я специально такие и выбираю. Это же готовая естественная текстура, ребята. Просто покрасить и все. Самурай я немного украсил шляпу и сделал пальцы. В принципе, все. А малышню вообще не трогал. Теперь настало время все это украсить детальками. Для магического посоха я хочу найти кристалл, который идеально подойдет в гнездо. Где-то у меня тут что-то было. Ага, вот, вроде что-то подходящее. Для украшения я буду использовать капли от горячего клея, сушеные листва какой-то хвои, которую я нашел, и шишечки. А также чай. Мне попался ройбуш. А вы как хотите. Ну и для глаз я буду использовать маленькие бисеринки. Первым делом на клей ПВА я клею глаза бисеринки и нос из высохшего горячего клея. Но это я поторопился. Вам советую клеить это после того, как вы сделаете бороду. Будет гораздо лучше и проще. Ну а я буду делать бороду после. Мажем клеем ПВА и посыпаем чаем. Вот что получилось. Да, и еще из того самого сухого лишайника я приклеил брови. Ой, забыл землю на шляпу. Вот так-то. Сюда я потом посажу траву и грибы. Далее я достаю из шишки скорлупки. Буду использовать их как защитные пластины. Вот так я украсил самурая. Чешуйки от шишки как доспех, чай как псевдоволосы и сухие листья хвои для украшения шляпы. У малышей все проще. Одному я сделал бороду из той же хвои, а второго я просто засыпал чаем. После того, как вы закончили украшение, обрызгайте все разбавленным клеем ПВА. А вот что мы имеем после высыхания. Очень даже симпатичный дед, хоть не крась. Если шляпу убрать, неплохой будет энд. Берите на заметку. Самурай. Не знаю, получилось у меня похоже.
Далее я просто грунтую все черным акрилом. Вот так все выглядит, когда загрунтовано. Также горячим клеем я укрепил основание большого меканида, а то было видно разрез картона. Теперь начинаем с подтонов. Коричневым я прохожусь по всей земле, а также по посоху, по рукоятке меча и по доспеху самурая. А также голубым прокрашиваю камни на базе верховного меканида. После камней и земли фиолетовый и желтый для того, чтобы прокрасить некоторые места на телах меканидов. Просто для разнообразия подтонов. Это же фэнтези грибы. Вот что в итоге получилось. Далее, смешав какой-то бежевый, я полностью прокрашиваю тела гриба-человеков, пока проливка даже не высохла. Я подумал, что это не сыграет большой роли. Вот что имеем на этом этапе. Теперь я крашу шляпы. Я выбрал красный, фиолетовый и коричневый. Сухой кистью желтым я прохожусь по земле и кое-где по грибам. Теперь я понял, я совсем забыл про бороду и быстро закрашиваю ее оранжевым. Получилось вот так. Теперь, в противовес желтой, я делаю фиолетовую или розовую сухую кисть, надеясь сделать эффект болезненно-ядовитого переливания грибов. А также золотом я покрашиваю некоторые мелкие детальки, типа бровей, например. Ну и большому меканиду я также сделал сухую кисть серым по камням на базе. По-моему, я опять все нафиг запорол покрасом. Кто запорол? Так как самурай у нас в псевдодоспехах, на нем больше золотых элементов. Далее я делаю темно-сине-зеленую грязную, темно-грязную проливку. Почти везде. И по телу, и по базе. И вот что получилось, когда высохло. Самурай. И малыши. Я решил, что терять мне нечего, поэтому зеленая сухая кисть. Я старался подчеркнуть тот самый естественный мох, что был на ветках. Ну и в конце, как всегда, сухая кисть белым. Подчеркнуть все рельефы и жесткие грани. Вот что имеем после этого. Теперь травичка. Наваливаем клей ПВА. Распределяем его зубочисткой. Примерно вот так, чтобы получилось. И наваливаем туда травы. Подробнее о том, как сделать траву, я останавливался в предыдущем видео, когда делал лес. Ссылку оставлю в подсказках. И не забудьте траву на шляпу большого гриба-человека. И вот что в итоге. Ну, в целом, очень даже красивый товарищ. Повторюсь, грибочки, цветочки, пучки травы и саму траву я сделал в предыдущем видео. Там более-менее подробно об этом рассказал. Все та же ссылка в подсказке. Совушка — это просто красивая бусинка, которая у меня была. Из тех же чешуек от шишки я сделал ей крылья и приклеил вот сюда. Кристалл для посоха я просто приклеил на клей ПВА. Именно из-за того, что эта веточка была такой формы, она мне и понравилась. В нее очень клево можно было всадить какую-то украшеньку. Что касается самой миниатюрки, мне очень понравилось. Если не учитывать странного покраса, от ее формы я в восторге. Вот это вот силовая грибная варежка. Бомба. И вот здесь пальцы получились очень неестественными и органичными. Ну, по крайней мере, для живого гриба. Отличный защитник леса. Правда, он не защитник леса, но тем не менее. Самурай тоже получился очень даже ничего. Такой себе убийца в ночи. В итоге идея с согнутой веточкой для руки отлично сыграла. Считай, прям по плану. На его теле нет многих украшений, просто получается обычная грибная белая ножка. Но, если честно, мне так очень даже нравится. Не все же должны быть супер цветастые и в мхе. Малыши тоже весьма интересны. Хоть и жутковаты из-за выпученных глаз. Вот такая банда грибных лесных меканидов. Очень естественно и скрытно, как по мне, смотрятся на лесном террейне. В общем-то, это можно считать удачей. Вот и все. Согласитесь, сложно оспорить их милоту. Я знаю, что меканиды скорее подземные существа, но мне хотелось сделать их лесную версию.
Надеюсь, вам понравилось. Сталкивались ли вы с меканидами в своих приключениях? Они действительно очень забавные ребята. Отличное подспорье для хорошей истории. Большое спасибо за просмотр. Поддержи канал лайком, подпиской и поделись этим видео с друзьями. Если оно тебе понравилось, конечно. Какого гриба? Что происходит? Дедушка Мухамаркс, а когда ты меня магии товарищества научишь? Масленок, не кипятись. Ты ведь уже вступил в шпионеры. Конечно. Ну, тогда... Дедушка! Шампинина! Сирошка! Что стряслось? Дедушка Мухамаркс, этот гриб потерял шляпу. Ему нужна помощь. Да он пропал уже. Давай устроим ему достойное погребение. Он живой. Мертвый. Нет, живой. Мертвый. Нет, живой. Живой. Мертвый. А ну хватит спорить. А то вы огребете у меня как грибмания во второй грибовой. Да, дедушка. Дайте посмотреть. Это ж человек. Человек? Товарищ! Мать-Земля зовет. Лечебный боньк. Святой гриб. Я что, помер? Что-то он раскис. У меня так с чайным другом было. Ты живой? Надо переставать жрать грибы. Это перебор. Бесспорно. Кого он ест? Все хорошо. Он не это имел в виду. Ой, то есть, ну, что вы все как на дрожжах? И долго ты над этой шуткой думал? Надо как-то разрядить обстановку. Ну, давайте что ли, песню споем. Что там? Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Я тебя зарежу. Ну не красную же плесень вы слушаете. Да он издевается. Шо? А ну пшел вон. Ой! Косаги! О, слава гри... Это же ты, Рёрик? Ты очнулась, Варвара? Я тебе говорил, не жри тот гриб. Ты бы знал, что я видел.